Если ты идешь, как бы хочешь поменьше напрягаться, то не стоит сюда все-таки идти, потому что, я бы сказал, тут надо работать. Ты будешь получать много опыта, тебе будет интересно. Это те плюсы. Но тебе надо работать, работать и работать. Правило, университет тебе обещает большие горы, и кроме университета разные коучи и инстаграм-тренеры говорят тебе, что приди в IT, $2000 в карман сразу же в первый месяц работы. Это все неправда, это все так не работает. Я пришла workflow-инженером в компанию, и через какое-то время мне предложили ввести технические собеседования на проект, после чего на нашем перформанс-интервью возник вопрос о том, что мне бы хотелось каких-то изменений в карьерной лестнице, наверное, и теперь я наполовинку project-менеджер. В общем, начинал с питон-разработчика, работал приблизительно питон-разработчиком около, наверное, 8 месяцев, 9, где-то так. И потом я решил попробовать что-то другое. То есть был Python первый, второй Node.js, третий Java. На этом третьем этапе я проработал тоже приблизительно 8-9 месяцев. Теперь у меня условно четвертый этап. Я вернулся на свой второй проект, где я работал на Node.js. Теперь, да, я продолжаю работать на Node.js. Я бы, наверное, порекомендовала Сайбере для начинающего QA-инженера, потому что проектов очень много, и ты можешь быстро взять очень много знаний, экспертизы, прокачаться, стать намного лучше. В Сайбере у сотрудников есть очень большое пространство для того, чтобы развиваться быстро, там быстрее, чем во многих крупных компаниях. Ты можешь пробовать огромное количество вещей, ты можешь там, с ними работать, ты можешь постоянно изучать какие-то новые технологии, новые библиотеки, фреймворки и накапливать эти знания. Все проекты разной сложности, от каких-то простых проектов, на которых там люди могут какие-то свои базовые скиллы закрыть, до там, сложных проектов, связанных с машинным обучением, связанным с какими-то железными штуками и прочее.